Как я уже сказала, так вы меня увидите 2 раза. Но поскольку у меня свитеров не так много, за время влогмаса много раз, но я хотя бы буду локации менять и прически. Тема сегодняшнего видео у нас разочарование в АСМР. Точнее, что меня именно разочаровало, что после темы, да, что разочарования нет этого видео, да, что это наши ожидания, да. Поэтому я скажу так, что не соответствовало моим ожиданиям, что я думала будет по-другому в сфере АСМР. Как многие из вас, наверное, уже знают, я тот человек, кто любит смотреть АСМР намного больше, чем их снимать. Потому что мне нравится АСМР, оно меня правда успокаивает. Мое любимое направление это Inaudible Unintelligible, там, где мой мозг вообще не напрягается. With that being said, давайте перейдем к аспекту того, что я ожидала, когда я начинала снимать АСМР. Скажу сразу, что я начинала смотреть АСМР с английского ютуба. До сих пор в основном смотрю, если честно, англоязычных АСМР-артистов. И я никогда не читаю комментарии. Я ставлю лайк, если мне видео нравится, но я никогда не скроллю в комментарии, и никогда не пишу комментарии, потому что я в основном смотрю АСМР, чтобы уснуть. То есть я вот ложусь, у меня телефон, и вот прям это видео, потом там следующее видео. Я не хочу себя триггерить, да, чтобы наоборот просыпаться комментариями. Поэтому у меня было немножко другое представление о том, какой ASMR-комьюнити и со стороны зрителей, и со стороны ASMR-артистов должно быть. Мне всегда казалось, это такое, знаете, вот место, где все такие добренькие, все вот прям такие пушочечки. Не потому, что люди такие добрые, а потому, что это место и то направление, где вы должны отдыхать, вы должны изначально прийти туда. То есть у меня так было, если мне не нравится ASMR, оно меня, например, не расслабляет, я быстро ищу другое видео. У меня нету времени там что-то писать, измените, не измените, потому что я понимаю, что кому-то это нравится, и вот его это расслабляет. И слава богу, то есть должно быть и что меня расслабляет, и что того человека, да, расслабляет, на вкус и цвет. Каждому должно быть что-то свое. Когда я начала делать видео, первое, да, с чем я столкнулась, это, конечно, много негатива в комментариях. Я была удивлена, почему люди перед сном, перед тем, как заснуть, вот им прям надо написать какую-то гадость. Опять же, аспект внешности тоже. Это началась критика, я вот помню, я из-за этой критики что-то натворила со своими бровями, я их сделала татуаж, до сих пор их пытаюсь отрастить, потому что они были две такие, знаете, полосочки после татуажа. Теперь мне плевать, что кто будет говорить, вот моя натуральная, да, они не симметричные, но мои натуральные бровки, которые и так еле-еле растут, вот пусть они будут не симметричной какашечкой, но моей, чем вот это вот, как будто я in the army now. Ну, в общем, и много еще там другое насчет внешности, и я искренне изначально не понимала, почему вы заходите на видео, чтобы расслабиться, но не нравится, другое откройте. Это же вы же сами просыпаетесь, и сами вот это вот, знаете, когда у вас негатив приливает к вискам, да, вы сами просыпаетесь, это гормоны, вы не сможете заснуть, если очень позитивное, да, какое-то активно позитивное событие или активно негативное, это провоцирует, наоборот, выброс гормонов, которые явно не наряду с теми, которые заставляют вас уснуть. То есть зачем вы это делаете? Вам не нравится? Ну, пройдите дальше. Все разные. Поэтому я была вначале прям очень озадачена вот этим вот фактом того, что надо так, а не вот так, и негатив, и я думала, господи, то есть у меня был всегда вопрос вначале, почему или зачем? То есть зачем человек вообще заходит в такой формат, как АСМР, если ему нужно просто говнецо выкинуть? Так много форматов на ютубе, где можно выкинуть свое говнецо, где, наоборот, это приветствуется. Все сплетни канала обожают говнецо в комментариях. Чем больше говнеца, тем популярнее видео, и там это само собой разумеющееся. Зачем вы заходите на формат вроде ASMR для этого? То есть, как бы, для меня это был просто нонсенс. Второе, очень интересное, что я заметила уже, когда канал начал расти, это то, что начинают
в комментариях пытаться столкнуть ASMR-артистов. То есть это начинается, а вон та делает лучше, а ты украла идею у той, и потом ты начинаешь думать, господи, неужели? То есть для меня всегда было очень важно, если я у кого-то беру идею, и вы могли это заметить, когда я брала у Короны Сатори или Come and Whisper ASMR, я всегда об этом говорила. Для меня это не что-то зазорное, потому что изначально я увидела ASMR и узнала, как его делать от других. То есть это не я придумала. И, естественно, то, что я делаю, может там немножко по-другому, чем другие, но ASMR это все равно одно и то же. Поэтому для меня, если меня кто-то там сподвиг к определенному видео, сказать для меня не является никакой проблемой, что я там вторая или миллионная, которая это сделает. И когда мне только начали писать, а у той первой, я начинаю, знаете, вот так, у меня это вышло такого, нет, фу, кажется, я первая. И доказывать-то я первая это сделала. Потом я поняла, что это нафиг не надо. Не тому ASMR-артисту, не мне. Кто из нас это первый сделал, нам плевать. Это как бы важно почему-то только зрителю, который хочет там кого-то из артистов тыкнуть носом куда-то. Непонятно. И еще то, что начинают говорить, вот, у тебя хорошо, а вот у того человека говнецо, ну там человека говнецо. И у меня всегда было к таким комментариям, вы что от меня ожидаете? Я не хочу никого поливать грязью, тем более в комментариях моего видео, которые для расслабления. И когда комментариев не так много, как сейчас, а было поменьше, я удаляла такие комментарии. И я не понимала людей, зачем? Вот похвалили меня, стоп, молодцы. Зачем обязательно там про кого-то лить грязь? Я прям до сих пор как меня это. Вы бы только знали. Следующее, что меня поразило, это когда начались, сначала я это увидела на англоязычном ютубе, это споры, скандалы между ASMR-артистами. Я искренне это не понимаю. По причине, опять же, того, что это не та стезя, где надо ругаться. Вы не те блогеры, где людям интересны драмы. Опять же, если вы хотите показывать драмы и все такое, сделайте отдельный канал, там, не знаю, снимайте влоги, ругайтесь с другими блогерами, но не ASMR-блогерами. То есть берите тех тоже, кто вот ушел немножко, да, у него есть ответвление, так скажем. На ASMR-канале ваши засирания друг другу, оно не успокаивает никого. И опять же, я ожидала, что сам ASMR-артист, он не будет так себя вести, потому что не будет. Я не знаю, почему у меня такой идеал был в голове, вот так себя вести нельзя. И в любых конфликтах, что на русскоязычном ютубе, что на англоязычном ютубе, в такой ситуации я не поддерживала ни одной из сторон, потому что я считала, что виновата обе. Мне уже было все равно, что там кто начал, кто продолжил, из-за чего тот начал, из-за чего этот продолжил. Мне было, честно сказать, ну вот прям, ну плевать. Вы начали то, что вот в этот формат априори не вписывается. Надо было посраться друг с другом, WhatsApp, другие каналы, все что угодно, но не на эту публику, не сюда, в общем. И для меня, когда я только поняла, что такое бывает, вот эти вот драмы, я думала, ну в ASMR комьюнити такого нет. Ну что нету такого? Мы все тут, короче, какаем уникорнами, да? И прыгаем по радуге. Поэтому я была очень удивлена. И потому что на русском ютубе тоже был конфликт, куда я просто смотрела. И меня в такой ситуации реально поражают и сами ASMR-артисты, и люди, которые, вот знаете, начинают бегать. Этот сделает видео, они побегут к другому, там в комментариях обосрут. Потом тот сделает видео, они побегут к этому, обосрут. Ну, вообще начинается такой там. Все в лучших традициях ютуба. И я, например, вот у меня была идея сделать в Инстаграм каждую субботу стрим с каким-то ASMR-артистом и задавать вопросы уже такие более провокационные, если кто-то из них, конечно, захочет чуть участвовать. Но я до сих пор жду мой новый iPhone, который предзаказ был где-то месяц назад, но вот, сука, в Венгрии его нету до сих пор. Поэтому я эту идею пока оставляю на потом. Но опять же, я считаю, что вот такие именно форматы, они не должны иметь ничего общего с вашим ASMR-каналом, с вашими ASMR-стримами на ASMR-канале, да. То есть это вот надо реально настолько далеко от
Вот я как человек, да, которого иногда интересуют какие-то ASMR-артисты, которых я люблю, на ASMR-канале я смотрю видео. Вот зайдя туда, я хочу видеть только видео. Если мне интересна уже жизнь этого человека, какие-то драмы и все такое, если у него есть влоговый канал, я подписываюсь туда. И, естественно, Инстаграм, чтобы я видела, как он каждое утро пьет кофе, потому что мне приятно на это смотреть. Ну, к примеру, да. А если меня интересует вот только ASMR у этого ASMR-артиста, я останусь на том канале, и там я хочу видеть исключительно ASMR. Потому что если бы меня интересовали вот другие аспекты жизни этого ASMR-артиста, я бы подписалась туда. На Инстаграм или влоговый канал, если он есть. Опять же, поэтому я считаю, что меня это очень удивило, когда именно на ASMR-каналах, на ASMR-стримах начинались вот эти вот какие-то срачи непонятные, где участвовали, в принципе, опять же, как артисты, так и публика. И мне в этот момент хочется сказать, ну, вам не нужен ASMR, вам нужна драма. И тогда как бы, ну, хазэшеньки, да. Что я еще меня очень поразило? Вы знаете, что на моем канале часто бывают чокнутые видео. Такие типа, я же мать, мышка, психбольная, кавказский папа. Изначально я, опять же говорю, я только люблю неразборчивый шепот. Ни тайп-тейпинг, ни фигейпинг, ничего не люблю, только неразборчивый шепот и ролевые игры. Лучше, чтобы они были неразборчивым шепотом. Мое личное предпочтение. Поэтому изначально, делая канал, у меня были такие видео, и я поняла, что они не набирают так много просмотров, или ими нельзя пробиться. То есть они нравятся тем людям, которые уже вас смотрят, но вот пробиться дальше ими нельзя. И, естественно, как и в любом хобби, которым, например, вы занимаетесь, вы думаете, как бы так сделать, чтобы, ну, чем-то улучшить, чем-то выделиться. И потом вы смотрите, чем я могу выделиться. Я, например, плохо с технической частью ASMR могу справиться. У меня нету студии, и моя жизнь не настолько завязана с ASMR, чтобы, например, снимать квартиру, где нужно именно как бы ради студии. Что еще? Я понимаю, что определенной внешностью, которой тоже можно пробиться, да, у меня нету. Все знают классическую, да, внешность, которую обычно тоже можно сделать так, чтобы вас заметили. То есть, в принципе, я поняла, что у меня нету никаких отличительных черт. То есть, ну, ничего нету. И единственное, что у меня было, это мое больное воображение. Поэтому я его подключила. Что хочу сказать честно в этом видео, я не считаю эти видео ASMR. Вот когда пишут комментарии, это не ASMR, знаете, я согласна с этим. Это ни хрена не ASMR. Но чтобы пробиться на YouTube, как-то надо заинтересовать людей, как-то надо сделать так, чтобы тебя хотя бы первый раз посмотрели. А если человек вбивает звуки там рта или движения рук, и там миллион видео, человек тебя не так быстро найдет. Ему нужно хотя бы для первого раза, это, знаете, внешность в человеке не главное, да, главное внутренний мир. Но первый раз, чтобы понравился вам человек, что-то должно быть во внешности, чтобы вас с первого раза зацепило, чтобы вы, например, подошли, познакомились с девушкой. То же самое, чтобы вы зашли на канал, хотя бы вот этот первый шаг, да, кликнули на видео, оно должно чем-то вас заинтересовать, даже если это что-то будет crazy shit. Именно поэтому есть эти видео, куда люди просто первый раз кликают, потому что думают, о господи, что это же хрень какая-то, о господи, это я не видела. Только из-за этих побуждений. Считаю ли это ASMR? Нет. Для меня это тоже было большим удивлением, что я сейчас стараюсь, как вы видите, очень чередовать, то есть у меня 2-3 нормальных видео, и потом какое-то определенная чокнутая ролевая игра, потом опять 2-3 нормальных видео, и потом опять какая-то чокнутая ролевая игра, и именно эти ролевые игры, после них основные подписки идут. Ты все уже везде пошкодничала? Что ты там на кухне делала? Я слышала. Иди отсюда. Вот такие вот у меня были в основном разочарования, ну или как-то то, что не было так, как я ожидала. Надеюсь, вам понравилось, а то зайдет эта информация. Пишите, о чем вы еще бы хотели послушать. Пока-пока-пока. Да сфигач давай все дома. Нам же этот дом не нужен, правда? Какашка. Сурный, блин. Я убью тебя сейчас. Что ты там натворил? Успокойся.